2 мая 1972 года итальянский журнал напечатал фотографию Иисуса Христа. Редакция утверждала, что снимок сделан прямо с экрана устройства, способного показывать реальные события прошлого, словно кто-то навел камеру на работающий телевизор и нажал кнопку затвора. Только вместо телепередачи на экране было распятие. Заголовок на обложке звучал буквально так: «Наконец изобретена машина, которая фотографирует прошлое». Журнал назывался «Ла Доменика дель Корьере». Это было не подпольное издание, а один из самых популярных еженедельников Италии с миллионной аудиторией. За несколько дней новость разлетелась по всей Европе. За фотографией и невероятным устройством стоял реальный человек. Пеллегрино Эрнетти, венецианский священник, ученый, лингвист и известный экзорцист. Эрнетти утверждал, что вместе с командой из 12 физиков, среди которых был лауреат Нобелевской премии, создал прибор, способный получать изображения и звуки из любой точки прошлого. По его словам, устройство уже показывало распятие Христа, речи Цицерона в Римском Сенате, выступления Наполеона и даже уничтожение Содома и Гоморры. Устройство получило название «хроновизор». А дальше началось самое странное. Доказательства, которые представил Эрнетти, начали рассыпаться одно за другим. Но сам он до конца жизни продолжал утверждать, что прибор существовал. Спустя 16 лет произошло нечто еще более странное. Ватикан, который официально отрицал существование хроновизора, издал декрет, предусматривающий отлучение от церкви за использование технических устройств при исповеди. Но зачем запрещать то, чего не существует? «15 сентября 1952 года в электроакустической лаборатории работали два священника: Пеллегрино Эрнетти, монах-бенедиктинец из Венеции и специалист по древней музыке, и Агостино Джемелли, основатель университета, врач и психолог. Они пытались очистить старую аудиозапись от постороннего шума. Для этого использовали осциллографы и электронные фильтры. Но техника постоянно давала сбои, магнитофон зажевывал пленку, и запись приходилось запускать заново. В какой-то момент Джемелли потерял терпение и обратился к своему давно умершему отцу, попросив его помочь. Никакого эксперимента он проводить не собирался. Это было скорее эмоциональное обращение к человеку, которого давно не было рядом. Затем они снова включили запись. Среди шума и обрывков музыки неожиданно появился мужской голос. По словам Джемелли, он сразу узнал голос отца. Более того, неизвестный источник произнес детское прозвище, которым его называл только отец. Это слово знали лишь близкие и нигде не было записано. Священники повторили воспроизведение. Голос появился снова. Для Джемелли произошедшее стало возможным свидетельством контакта с умершим человеком. Для Эрнетти это было гораздо интереснее. Если информация о человеке могла каким-то образом сохраниться после его смерти, значит, следы прошлого, возможно, не исчезают полностью. Джемелли решил больше к этому не возвращаться. Эрнетти, наоборот, начал искать физическое объяснение. Он занимался древней музыкой, преподавал в Венецианской консерватории, руководил хором аббатства Сан-Джорджо-Маджоре и проводил исследования звука. Постепенно у него появилась идея, которая позднее стала основой истории хроновизора. Эрнетти предположил, что любое событие оставляет после себя физический след. Звук, свет и электромагнитное излучение распространяются в пространстве и ослабевают, но информация о произошедшем, по его мнению, не обязательно исчезает бесследно. Если создать прибор, достаточно чувствительный для обнаружения таких сигналов, их можно было бы собрать и восстановить в виде изображения и звука. Так появился принцип хроновизора. Это должна была быть не машина времени в привычном смысле. Человек не перемещался в прошлое. Прибор лишь настраивался на определенную дату и место, после чего должен был обнаруживать сохранившиеся сигналы и превращать их обратно в изображение и звук. Эрнетти считал, что подобная идея имеет научное основание. Он ссылался на старые представления о природе звука и колебаний, а также на современную ему физику и принцип сохранения информации в физических системах. Отец Джемелли, возглавлявший Папскую академию наук, по словам Эрнетти, помог организовать финансирование. После этого была собрана группа из 12 ученых.
10 имен Эрнетти никогда не раскрывал. Двух называл открыто. Первым был Энрико Ферми, итальянский физик, лауреат Нобелевской премии и один из главных создателей ядерной физики. Вторым Эрнетти называл Вернера фон Брауна, немецкого инженера и одного из ключевых разработчиков ракетной техники, который позднее стал одним из руководителей американской космической программы. Если верить Эрнетти, над хроновизором работали ученые мирового уровня. Однако независимых подтверждений их участия не появилось. Ферми умер в 1954 году, еще до того, как история получила широкую известность. Фон Браун умер в 1977, но публичных свидетельств его участия в подобном проекте не осталось. Сам Эрнетти описывал устройство достаточно подробно. По его словам, это был большой металлический шкаф с экраном, переключателями, рычагами, катодными трубками и системой антенн из 3 особых сплавов. Оператор вводил дату и координаты нужного события, после чего прибор должен был принимать остаточные сигналы из выбранного момента прошлого и восстанавливать их в виде изображения и звука. Эрнетти утверждал, что таким образом наблюдал выступление Муссолини и Наполеона, речь Цицерона перед Римским Сенатом, Тайную вечерю, распятие Христа. Но самым серьезным доказательством он считал другое. Эрнетти заявил, что с помощью хроновизора восстановил полный текст утраченной трагедии «Фиест» древнеримского поэта Квинта Энния. Пьеса была поставлена один раз на играх в честь Аполлона в 169 году до нашей эры, незадолго до смерти автора. Затем текст исчез. За 2000 лет сохранилось лишь 10 коротких фрагментов, которые цитировали Цицерон и другие античные авторы. Сам Цицерон высоко оценивал поэзию Энния. По словам Эрнетти, он настроил прибор на Рим 169 года до нашей эры, увидел постановку и записал весь текст. Если это было правдой, речь шла об одном из крупнейших открытий в истории античной литературы. Вскоре, согласно его рассказу, хроновизор показали папе Пию XII. Эрнетти утверждал, что понтифик понял, насколько опасным может стать такой прибор. С его помощью можно было получать сведения о событиях, разговорах и решениях, которые должны были навсегда остаться в прошлом. После этого устройство якобы разобрали, а участникам проекта запретили говорить о нем. Почти 10 лет Эрнетти молчал. Затем в Венеции он познакомился с французским священником Франсуа Брюном. Брюн преподавал в Сорбонне, занимался богословием и интересовался парапсихологией. В 1966 году он приехал в Венецию и посетил аббатство Сан-Джорджо-Маджоре, где жил Эрнетти. Их сблизили древние языки, история раннего христианства и интерес к тому, насколько точно можно восстановить события, произошедшие 2000 лет назад. Эрнетти рассказал ему о хроновизоре. Брюн начал записывать эти рассказы и продолжал собирать сведения о приборе следующие десятилетия. После смерти Эрнетти он опубликовал книгу «Новая тайна Ватикана», вышедшую в 2002 году. Именно она стала главным источником сведений о хроновизоре. Но еще до этого история получила 2 материальных доказательства. В мае 1972 года Эрнетти представил фотографию, которую назвал изображением Иисуса Христа, полученным с экрана прибора. На снимке было размытое мужское лицо с длинными волосами и бородой. Эрнетти утверждал, что сделал этот кадр во время наблюдения за распятием. Фотография быстро стала известна за пределами Италии. Через несколько месяцев один из читателей другого журнала заметил сходство с изображением, которое уже видел раньше. Поиск привел исследователей в Калеваленцу, небольшой город в Умбрии. Там находилась деревянная статуя Христа, созданная испанским скульптором Лоренцо Кульят-Валера в 1931 году. Сравнение показало почти полное совпадение. Форма лица, борода, положение головы и выражения были одинаковыми. Фотография Эрнетти отличалась только зеркальным отражением. Затем обнаружилась еще более важная деталь. Изображение статуи уже несколько лет продавалось в Калеваленце в виде сувенирной открытки. Источник фотографии оказался вполне земным. Когда Брюн спросил Эрнетти об этом совпадении, тот признал, что на снимке действительно была статуя, но предложил другое объяснение. По его словам, он лично знал мать Сперанцу, испанскую монахиню-мистика, заказавшую создание скульптуры. Эрнетти утверждал, что во время видений она наблюдала распятие Христа
и описала его лицо скульптору. Получалась необычная цепочка. Монахиня якобы увидела настоящий образ Христа, скульптор перенес его в дерево, а хроновизор спустя десятилетия показал тот же образ. Подтвердить эту версию невозможно. Оставалось второе доказательство, которое должно было быть гораздо убедительнее фотографии — рукопись «Фиеста». Эрнетти называл ее восстановленным текстом утраченной трагедии Квинта Энния. Впервые рукопись опубликовал австрийский журналист Петер Красса в 1997 году. Через 3 года появился ее английский перевод. Затем текст изучили специалисты по античной латыни, в том числе доктор Кэтрин Оуэн Элдред из Принстонского университета, специалист по творчеству Энния. Проблем оказалось несколько. Рукопись содержала около 150 строк. Полноценная трагедия того периода должна была быть значительно длиннее, примерно от 800 до 1200 строк. При этом текст не совпадал с 10 подлинными фрагментами «Фиеста», сохранившимися в цитатах античных авторов. Главная проблема обнаружилась в языке. Некоторые слова и грамматические конструкции появились в латыни только через 200 или 250 лет после смерти Энния. Другие использовались в значениях, которых в его эпоху еще не существовало. Для специалиста это означало одно. Автор жил значительно позже Энния. Вывод Элдред был однозначным. Рукопись не могла принадлежать Квинту Эннию и не могла быть записью, полученной из II века до нашей эры. Два главных доказательства хроновизора не выдержали проверки. Фотография имела известный источник, а рукопись содержала признаки гораздо более позднего происхождения. Но оставался сам Эрнетти. Он имел академическую карьеру, преподавал в Венецианской консерватории, занимался историей древней музыки и пользовался авторитетом в церковных кругах. Кроме того, он был известен как экзорцист. Отец Габриэле Аморт, главный экзорцист Ватикана, упоминал его в своих работах. Поэтому история не закончилась простым разоблачением. В апреле 1994 года Эрнетти умер в своей келье в аббатстве Сан-Джорджо-Маджоре. Ему было 68 лет. Через 6 лет после его смерти в американском издании книги Петера Красса появилось приложение с письмом анонимного родственника. Автор утверждал, что незадолго до смерти Эрнетти признался в подделке обоих доказательств. Но затем последовала неожиданная деталь. Эрнетти сказал, что не видел Фиеста через хроновизор, а пережил ее в прошлой жизни. Для католического священника подобное заявление выглядело крайне необычно, поскольку идея реинкарнации противоречит христианскому учению. Франсуа Брюн отверг это признание. Он считал письмо подделкой и утверждал, что незадолго до смерти Эрнетти рассказывал ему совсем другое. По версии Брюна, в Ватикане действительно состоялась встреча последних живых участников первоначального проекта. На ней обсуждалось не закрытие хроновизора, а его дальнейшая судьба. Даже фотографию Брюн объяснял иначе. По его словам, настоящий снимок Христа существовал, но его сочли слишком опасным с богословской точки зрения. Поэтому вместо него опубликовали изображение статуи. Проблема в том, что Брюн тоже не был независимым свидетелем. Он посвятил хроновизору десятилетия, написал об этом книгу и защищал версию Эрнетти до своей смерти в 2019 году. Затем появился еще один аргумент, который сторонники истории связывают с Ватиканом. В 1988 году Конгрегация доктрины веры издала документ об отлучении за использование технических устройств при исповеди. Его подписал кардинал Йозеф Ратцингер, будущий папа Бенедикт XVI. Сторонники хроновизора связали этот документ с прибором Эрнетти и увидели в нем скрытый запрет на использование технологии, способной получать информацию из прошлого. Но сам документ посвящен обычной записи исповеди. В 80-е годы портативные магнитофоны стали доступными, и церковь пыталась защитить тайну исповеди от незаконной записи и распространения. О хроновизоре там ничего не говорится. В 1947 году, за 25 лет до публикации фотографии Христа, американский писатель Томас Шерретт опубликовал научно-фантастическую повесть «Укак усилия». В центре сюжета находилось устройство, способное показывать события прошлого. Его использовали для изучения истории, но постепенно становилось ясно, что такая технология способна уничтожить любую тайну и поставить под угрозу существующие системы власти. Сходство с историей Эрнетти очевидно. Прошлое можно наблюдать напрямую, исчезнувшие события можно восстановить,
а само устройство становится настолько опасным, что его приходится скрывать или уничтожать. Прямых доказательств, что Эрнетти читал эту повесть, нет. Но она появилась задолго до истории с хроновизором и была известна за пределами США. Были и другие фантастические произведения 50-х годов, где встречалась похожая идея устройства, способного записывать события прошлого. Но гораздо интереснее другое. Почему Эрнетти выбрал именно Фиеста Квинта Энния? Для мистификации это идеальный вариант. Энний известен специалистом по античной литературе, а сама трагедия действительно утрачена. Полного оригинала не существует, поэтому сравнить восстановленный текст с настоящим произведением напрямую невозможно. Но кое-что все же сохранилось. 10 фрагментов Фиеста дошли до нас в цитатах Цицерона и других античных авторов. Их оказалось достаточно, чтобы проверить лексику, грамматику и стиль предполагаемого текста Эрнетти. И именно здесь история начала разрушаться. Текст не выдержал проверки. Существует несколько объяснений того, зачем Эрнетти мог создать эту историю. Он действительно мог верить в собственную теорию об остаточном электромагнитном излучении. Возможно, он пытался создать устройство, но не получил ожидаемого результата. Тогда фотография и древний текст могли стать попыткой доказать идею, в которую он сам верил. Есть и более простая версия. Хроновизор мог быть продуманной мистификацией с самого начала. Образованный священник с академической репутацией и знаниями древних языков обладал всем необходимым, чтобы создать историю, которой окружающие поверят. Третья версия связана с предсмертным признанием Эрнетти. Он якобы говорил, что пережил постановку Фиеста в прошлой жизни. Если воспринимать эти слова буквально, хроновизор мог быть попыткой придать мистическому опыту вид научного открытия. Ни одна из версий так и не получила окончательного подтверждения. После смерти Эрнетти почти не осталось материалов, которые позволили бы проверить его рассказ. Не сохранились чертежи хроновизора, фотографии, лаборатории, переписка с предполагаемыми участниками проекта и, главное, само устройство. Даже в лаборатории католического университета Милана, где в 1952 году Эрнетти и Джемелли якобы услышали голос умершего отца Джемелли, не обнаружили лабораторных журналов или протоколов, которые позволили бы подтвердить этот эпизод. Незадолго до смерти Эрнетти вновь публично заявил, что хроновизор существовал и действительно работал. Эрнетти умер 8 апреля 1994 года. Брюн пережил его на 25 лет и до конца жизни продолжал утверждать, что его друг говорил правду. После смерти обоих проверить многие детали стало практически невозможно. Уже нельзя было напрямую расспросить участников предполагаемого проекта, сопоставить их воспоминания или выяснить, что происходило за закрытыми дверями лаборатории. При этом Эрнетти десятилетиями работал в месте, которое само по себе создавало необычные условия для такой истории. Аббатство Сан-Джорджо-Маджоре находится на небольшом острове в Венецианской лагуне, прямо напротив площади Сан-Марко. Здесь располагался фонд Джорджо Чини, созданный итальянским промышленником и графом Витторио Чини в память о погибшем сыне. Фонд поддерживал исследования в области музыки, искусства и культуры. Эрнетти занимался здесь древней музыкой, акустикой и собственными исследованиями. У него было рабочее помещение, оборудование и возможность годами проводить эксперименты внутри достаточно закрытой научной среды. Для появления подобной легенды условия были идеальными. Чтобы проверить его слова, требовалось получить доступ к лаборатории, найти документы и поговорить с людьми, которые видели происходящее своими глазами. Но даже после смерти Эрнетти история продолжила обрастать новыми доказательствами. В 2000-х в интернете появилась фотография, которую стали выдавать за изображение настоящего хроновизора. На ней был массивный металлический шкаф с экраном, переключателями, кабелями и антеннами. Снимок быстро разошелся по сайтам и форумам, посвященным Ватикану, паранормальным явлениям и загадочным технологиям. Однако установить его происхождение не удалось. Неизвестны ни автор, ни дата съемки, ни обстоятельства, при которых была сделана фотография. Но сама идея хроновизора оказалась гораздо сильнее любой отдельной фотографии. Представьте устройство, которое действительно позволяет увидеть прошлое.
Ни реконструкцию историка, ни свидетельство очевидца и не сохранившийся документ, а сам момент таким, каким он произошел. Тогда можно было бы восстановить преступление без свидетелей, проверить спорные события истории и увидеть тайные встречи, переговоры или убийства, о которых сегодня мы можем судить только по косвенным данным. Вместе с этим исчезла бы сама возможность сохранить прошлое в тайне. Государственные секреты перестали бы быть секретами. Любой человек получил бы возможность узнать, что происходило за закрытыми дверями десятилетия или даже столетия назад. Именно здесь появляется самая странная часть рассказа Эрнетти. По его словам, папа Пий XII приказал разобрать хроновизор именно потому, что понял последствия такой технологии. Она давала человеку возможность получить доступ к информации, которую невозможно было скрыть. Наука, однако, не подтверждает принцип работы подобного устройства. Да, физические системы могут оставлять после себя следы, а информация может сохраняться в различных формах. Но из этого вовсе не следует, что спустя тысячи лет можно извлечь конкретное событие из окружающего мира и восстановить его как изображение и звук. Между этими двумя утверждениями огромная разница. Сегодня нет оснований считать хроновизор реальным устройством. Но идея продолжает жить, потому что касается желания, которое существует гораздо дольше самой этой истории. Желание однажды перестать гадать и увидеть прошлое своими глазами. И если такая технология когда-нибудь станет возможной, самым страшным может оказаться даже не то, что мы увидим, а то, сколько событий человечество называло неизвестными только потому, что до сих пор никто не мог их проверить. Если вы окажетесь в Венеции, посмотрите на остров Сан-Джорджо-Маджоре. За стенами его Белой церкви больше 50 лет жил человек, утверждавший, что видел прошлое собственными глазами. Гением он был или создателем одной из самых убедительных мистификаций XX века, мы уже вряд ли узнаем. Но если хроновизор действительно существовал, что именно мог увидеть Ватикан, чтобы решить уничтожить его? И какой момент человеческой истории вы бы выбрали, если бы вам действительно дали возможность посмотреть в прошлое?